Здравствуйте! Сегодня собираем икеевскую стенку. Так, вот как видите, вот такая получилась стенка из нескольких модулей Ikea. Сегодня собираем икеевскую стенку. Она будет состоять из нескольких компонентов. Тумба, две колонны и подвесные полки. Как известно, в Ikea можно собрать из разных элементов нужные вам форматы мебели. Сейчас мы это и сделаем. Приступим к работе. Как обычно, распаковываем и расставляем все вдоль стенок. И вот у нас инструкция по сборке. Первую коробку мы распаковали. Распакуем вторую. Сортируем детали. У нас 3 ящика, 3 боковины. Это левый, это правый. Отмечено. Левый размечен L, красный, правый R. Задние стенки 3 штуки. Ну и фасады это стеклянные у нас. И ручки вот такие. Поэтому соберем каркас, потом ящики. Так, сборка каркаса. Нам нужны будут эти детали. Эта деталь, обращаем внимание, мы кладем фасадом к себе. Здесь кромочка бумажная приклеена. Затем вот паз под заднюю стенку кладем вот так. Да. Это наша левая часть. И для начала смонтируем направляющий для ящиков. 2 вот таких шурупа используем для монтажа направляющих. Монтируем на средние стенки, точно так же подвес с каждой стороны. Направляющие у нас поставлены. Готовим боковые стенки. Стойки для эксцентриков готовим. На боковую сторону устанавливаем 4 стойки. Во все детали поставим шканты. Боковые стенки сверху, шканты ставим на клей. Здесь ставим вот в это отверстие. Вот так, тут, тут и тут. В средние стенки ставим по 2 шканта снизу и сверху. И с торца основания также ставим шканты. Теперь ставим верхние и средние стенки. Под шкант заливаем клей и ставим стенки. Фиксируем их на конфирмат. На конфирмат закрепляем верхние и средние стенки. Конфирмат крутим до подлицов. И затем готовим стойки для эксцентриков для нижних и средних полок. Ставим нижние и средние полки на место. Затягиваем эксцентрики.
Затем ставим боковую стеночку. Она также ставится 2 шканта и эксцентрики. Готовим цоколь. С торца ставим шкант и монтируем цоколь. Точно так же ставим второй цоколь. Эксцентрик фиксируем. Теперь ставим левую боковую стенку. Левая стенка смонтирована, ставим подпятники. Все, подпятники стоят. Теперь можно ставить крышу. Крышу надо будет поставить стойки эксцентриков и эксцентрики поставить все боковые стенки. Ставим крышу на место. Фиксируем эксцентрики. Вот каркас собран. Осталось сделать заднюю стенку. Крыша крепятся крепежные уголки. Но если вы уверены, что не будете крепить эту тумбу к стене, то их можно не ставить. Теперь ставим заднюю стенку. И на этом каркас будет собран. Ставим вот так. Я размечаю среднюю полку, чтобы пробить по ней тоже. Стенки и полки размещены, теперь можно прибить заднюю стенку. Геометрия не поляр, при такой форме ее испортить невозможно. Все, задняя стенка прибита и наш каркас готов. Теперь нужно будет собрать ящики. Икеевские ящики монтируются просто. Сейчас я покажу как. Берем фасад и готовим его. Ставим стойки эксцентриков. Готовим стенки. Это у нас стенка левая, та правая. Ставим шканты и эксцентрики. Заливаем клей под шканты и ставим нашу стенку. Фиксируем эксцентрик. Также с другой стороны. Ставим донышко, затем заднюю стенку и фиксируем вместе. Также с другой стороны. Ставим направляющий. Вот таким шурупом каждую фиксируем. По центру ставим опору. Здесь есть разметка. Вкручиваем шуруп. Переворачиваем и фиксируем на задней стенке с таким же шурупом. Тут тоже есть разметка. Ну и остается прикрутить ручку. Для нее используем вот такие шурупы. Ящик собран. И сейчас по месту мы поставим еще демпферы. Вот такие силиконовые, чтобы ящик у нас не стучал. Ставим ящик, смотрим, ходит нормально. И клеим демпферы. Клеить лучше в середину. В середину ящика. Не сверху, не снизу, а в середину. Тогда удар будет равномерно. Масса будет равномерно приходиться на этот демпфер. Вот, и он теперь ударяется глухо. Это приятно для уха. Вот один ящик собран, точно так же собираем 2 остальных. Все нормально, ящик работает. Тумба собрана. Так собирается тумба Брименс. Собирается легко, как вы заметили. Попробуйте собрать сами, у вас все получится. А мы продолжаем сборку. Нужно собрать 2 колонны и верхние полки. Это дверка.
Ну вот все более-менее распаковано. Давайте соберем первый финал. Это шкаф. Подготовим боковые стенки. Ставим стойки для эксцентриков. 2 сверху, 2 снизу. И далее у нас крепление с дном и крышей на эксцентрики и на штанты. Готовим дно и крышу. Они, как видите, симметричные. Ставим шканты на клей. С одной и с другой стороны. Одно донышко и второе. Все, детали к сборке готовы. Собираем. Сюда заливаем клей. И соединяем наши детали. Вот этими частями ставим внутрь. Вот этими наружу. Фиксируем эксцентрики. Точно так же вторую часть монтируем. Теперь ставим вторую стенку. Зальем клей под шканты и поставим ее. Основа каркаса собрана. Теперь перевернем ее и смонтируем заднюю стенку. Определимся, где у нас будет верх и низ. Пусть у нас будет вот это верх, а там низ. Хотя для икеевского шкафа это совершенно не важно. Раз у нас там верх, то вот эти отверстия для крепления к стене мы ставим в сторону. Я сначала зафиксирую, чтобы она не смещалась. И проверю геометрию сначала. Ровный шкаф у нас или нет. — 189,6. А здесь 189,5. Исправлять ничего не надо. Зафиксируем это положение С этой стороны и пробьем стену. С боков закрепляем с помощью вот таких уголков. равномерно распределяем их по стенке и закрепляем. Теперь поставим вот эти ограничители, ставим верхние отверстия, через них будем крепиться к стене. Теперь разберемся с ножками. Вот сейчас и смонтируем наши ноги на одну высоту. Сейчас выставляем на глаз, вот, а потом по уровню можно будет подрегулировать по высоте пола, выровнять шкаф. Ну, опять же, если надо будет. Все, ножки поставлены и шкаф собран у нас. Теперь его поставим и соберем второй шкаф. Ну вот и этот шкаф собран. Пока стенка выглядит вот так у нас. Наполнением шкафов займемся чуть позже. Надо сейчас собрать тумбочки и верхние шкафчики. Вот здесь вверху продолжение этих двух шкафов будут тумбочки. И между ними еще 3 тумбочки. Ну, 3 шкафчика 60 на 40 на 60. Вот мы сейчас их будем собирать.
Сверху ставим вот такой винт. Внутри у него резьба на М3 с верхнего шкафа, а с нижнего вот этот винт. Ну вот винты закручены, теперь шкаф и антресоль представляют из себя единое целое. Продолжаем сборку. Стягиваем шкафы вот такими винтами. Они идут в комплекте. Так, а вот как видите, вот такая получилась стенка из нескольких модулей IKEA. Это у нас дверки, верхние шкафы. Это 3 шкафа на 60. Их можно скомбинировать и получить вот такой навес. Это тоже шкаф на 60. И сами пеналы 60-ки. Нижняя тумба на 180. Очень удобно. Ящики. И полочки, ящики со стеклами. Здесь тоже ящики. Ну, наполнение вы всегда выбираете сами у IKEA. И как видите, легко все собирается. Здесь, например, корзинки. Здесь штанга. Вот так легко и просто можно собрать в IKEA